Всем большой привет, дорогие мои друзья. Меня зовут Яна. У меня тут вот так ярко сегодня в кадре. Чего и вам желаю в жизни. Пусть все будет ярко. Значит, сегодня у нас уже 4 мая. И значит, куда мне это все положить-то? Я до 12 числа буду одна. Маркиз приедет 12, сестра приедет 13, то есть за время их отсутствия я, наверное, смогу продуктивно повышивать и даже поснимать. И вот планирую вам, наверное, рассказать, что у меня получится в эту первую половину мая, потому что от второй половины мая я многого не ожидаю. Хотя последние недели... В общем, не будем загадывать в этом кусочке, в этом видео. В целом мы увидим только первую половину мая, даже не половину, а там первые 10 дней, наверное. Значит, что у меня, к чему тут у меня золотые ручки? Правильно, у меня случился старт. Все-таки я решила начать вышивку для мамы. И вот вышила тут первые крестики. И сейчас хочу поподробнее рассказать, что тут и как. Значит, за эти 3 дня, сегодня 4-й я еще не вышивала, я вышивала только эту работу. Вышила вот столько крестиков. Нет, только эту работу и еще одну работу маме. Эту я успею доделать и отправить в этот раз с сестрой, порадовать маму. Вот тут заполняются потихонечку тыквы. Приятно очень идет эта работа. Не устаю повторять, что даже когда, знаете, настроение что-то как-то не очень думать, или я например, общаясь с родителями, не могу вышивать какие-то сложные вышивки. А вот это нормально идет, даже не ошибаюсь. Вот, поэтому эти дни я вышивала эту работу. Во-первых, потому что ее нужно успеть доделать. Здесь все еще больше 4000 крестиков. А во-вторых, у меня были то я монтировала, мне некогда было. То какие-то домашние дела. Пока одна, да, времени на хобби больше, но и дел домашних больше. Все на тебе. Так вот, сейчас хочу про золотые ручки кое-что рассказать про первые впечатления, так сказать. Начала я эту работу 2 мая, и вот только 2 мая повышивала. Причем я планировала прилично повышивать. А вот получилось вот так. Давайте разберемся, почему. Значит, я начала с организации, естественно. Я взяла Аиду, я ее не меняла, это 18-й каунт, я ее обметала, потому что в последнее время у меня даже Аида сыпется. Я это объясняю тем, что я все-таки работу откладываю, вот это вот у меня, да, взяла, повышивала, потом переставила. И раньше все-таки я как-то не разбрасывалась на столько процессов, поэтому Аида доживала до финиша прилично, а сейчас неприлично. Значит, обработала я основу, ничего я здесь не меняла, здесь 18-я Аида, как я уже сказала, и взялась я за нитки. Значит, давайте покажу, что тут по ниткам. И тут они на вот таких огромных длинных планшетках, вот она даже не умещается в кадр, вот так вот. Вот пополам, да, и вот на этой только с одной стороны, потому что там, да, номеров столько нет, а на остальных, значит, они вот с 2 сторон. Абсолютно неудобно. Это я сейчас думаю, а кто это порвал? Так, в общем, понятно. Я к этим еще не прикасалась. Почему я раньше это не заметила? Ладно, неважно. Так. Значит, я вот эту оставила в том виде, в котором она есть, и она, значит, вот петелькой тут намотана, то есть выдергивать не вариант. Чего я делала? Я взяла, разрезала, во-первых, пополам, а во-вторых, перевесила все нитки. Вот, они в целом достаточно длинные. Да, тоже перевесила петелькой, но, по крайней мере, можно будет вытягивать, да, потому что они в полную длину, они вдвое. Я когда обзор делала, открывала, да, этот набор, я говорила, что нитки у меня вызывают некоторые вопросы, потому что что-то какой-то не DMC.
А сейчас начала вышивать и понимаю, что по цветам, в принципе, наверное, ну и вообще, когда переставляла их, перевешивала, по цветам, в общем, да, я узнаю цвета. Ну, идентичность прям совсем абсолютную я не сверяла, хотя потом, может быть, и смерю. Но, да, узнаю, что за номера и так далее соответствует. Нет такого, что этого цвета точно нет в DMC. А я прилично знаю палитру DMC, так что много же авторских схем вышиваю, поэтому как бы... Значит, что здесь не так все равно с нитками? Они... Возможно, из-за того, что они были навешены, а я всегда нитки вижу либо в мотках, либо намотанными. Плюс я слышала, например, про ПНК. Многие девочки говорят, что когда в мотке покупаешь, это одни нитки, а у совиного леса перекрашенные это другие нитки, а в наборах это третьи нитки. И вот типа в мотке лучше, чем в... набор. Но это то, что я слышала, да. Возможно, есть версии наоборот или вообще какая-то третья версия. И, в принципе, наверное, вот тут совпадает. То есть DMC, которые у меня в мотке, они другие. Эти по суше. И я вот вышивала сейчас 32-м номером. Это темно-коричневый, да. Он, видите, как-то вот между собой путается. И когда нитка сильно перекручивается. Не знаю, с чем это связано. Ну, по ощущениям они по суше. Я не могу сказать, что отвратительно вышивать ими нельзя. Но просто они отличаются от тех DMC, которые у меня в моточке, которыми я вышиваю авторские схемы. Пока я могу честно сказать, что мне организация это неудобно. Я поняла, что косы тут плести, я что-то не понимаю, стоит, не стоит, будет. Ну, короче, я потом подумаю, когда пойму, что у меня будет все-таки с ротацией по этой работе. Планирую ли я ее вышивать постоянно или буду там, да, набегами брать ее. И тогда уже организуюсь. Но пока вот это вот мне неудобно. И вот это тоже как-то... еще же есть бленды, блендов немало. И вот бленды надо будет либо навешивать на... То есть, короче, отрезать вот это, а здесь вот этот золотой металлик серебряный. Кстати, металлик очень классный. Это, наверное, какой-нибудь крейник. Я никогда в жизни не видела крейник, но я видела DMC, и это не DMC, конечно. Вот. Очень-очень классный. Так, ну фокусируйся. Значит, что-то надо будет с этим придумывать. Мне дарили... органайзер, который вот из чего он? Короче, из пенки какой-то. Ну, можно тыкать туда. Может быть, туда что-то перемещу. Ну, это, опять-таки, когда я пойму, как часто я буду брать этот набор. Дальше была, соответственно, у меня после разбора ниток работа со схемой. Ну, работа со схемой у меня была легкая и быстрая, потому что у меня есть перенабор. Перенабор от Накитана, от Ани. Ссылку на ее схему с перенаборами я оставлю. У нее очень много уже готовых. Ничего ждать не надо, когда перенаберут. Купил и вышиваешь. Очень удобно. Ну, и я, поскольку до этого, значит, когда уже был набор, так, мельком посмотрела, я, как-то, знаете, всегда вроде как доверяю, но проверяю, немножечко проверила там соответствие. Значит, значки, я сильно светить не буду, значки совпадают, по крайней мере, те, которые я увидела. И, конечно, по такой схеме я бы вышивать, не смогла, потому что это неудобно. Но я уже давно ни по какой схеме вышивать не могу. Она крупная, классная, вот. Ладно, неважно. Значит, что у меня здесь хочется отметить? Посмотрите, какой ключ. Я тут аж все пошатала. Значит, здесь, как вы видите, немало блендов. Вот тут вот, где плюсики, это бленды. Здесь немало, в принципе, символов. Я бы сказала, пипец как много. Вот прям так бы я сказала. Посмотрите, сколько здесь цветного бэкстинча. Вот. И что еще? Что крестик, вот здесь вот полукрестик. Крестик есть в одну нить. Вроде бы. Да. Вот. Видите? В одну нить. Это будет... вот этот вот типа фон. Там часть, по-моему, неба полукрестом, а деревья крестом, но в одну нить.
Вот, и я, значит, изначально хотела начать отсюда. Открыла, значит, я схему и посмотрела, что там такая, знаете, мешанинка цветов. Вот, тут, наверное, хорошо это видно. И что-то подумала, знаете, как-то это я буду шить, а у меня какое-то коричневое пятно некрасивое. И я решила веточку. Вот сюда. Значит, нашла центр, от центра отсчитала на всякий случай. Я померила, короче, перестраховщик. Очень мне всегда страшно, что что-нибудь, не так будет. Особенно на больших работах как-то маленькие. Ну и плюс это мама будет оформлять. Соответственно, тут как бы варианты, что криво, косо, хочется этот вариант исключить. Поэтому я, конечно, отмерила сначала, по размерам и отступила, да, что там остатки. А потом все равно из центра еще посчитала крестики. Вот. Поэтому вот так. Ну и, как я уже сказала, начала уже в ночи, когда все закончила, пока нитки перевесила, пока там разобралась. И вот все, что успела. Это 2 ниточки, ровно 2 ниточки. Значит, в инструкции я решила вдруг посмотреть, потому что тут, видите, внимание, опасно, состоит из 6 ниток, если это хлопчатобумажное мулине, или из 3, если это металлизированная нить. Зачем так орать? Вот, потом я, значит, смотрела на вот эту восхитительную картинку. Смотрите. Никак не понимала, что это они там хотят. При правильной технике вышивания с изнаночной стороны должны получиться вертикальные стежки. Ага. Ну-ка. Так. Совершенно очевидно, что я делаю что-то неправильно. Дорогие вышивальщицы, берегите себя. Значит, мне тут периодически в Инстаграме пишут какие-то люди вообще, которые, явно не мои постоянные подписчики. Покажите изнанку. Я все время думала, зачем? А вот зачем ищут. Правильно ли у меня получаются вертикальные стежки? Или вот такое вот безобразие получается? Так, начинать вышивать нужно слева направо. А я правильно начала? В смысле, в этом смысле. Да, и, кстати, про направление. Вот, одинаковое направление. Я тут обратила внимание, что поскольку... фон-то у нас обычно, знаете, когда полукрест, его делают, в другую сторону. По нижнему полукрестику. А здесь, поскольку деревья тоже фон, наверное, поэтому, я не знаю почему. В общем, направление стежка такое же, как и верхний полукрест. Вот. Значит, какие у меня планы все-таки пока? Начала я ее 2 мая, да? Я вроде говорила, да, 2 мая день рождения мамы. Мы вот болтали пока с ней, я там поздравляла, сидела там, готовила что-то к работе, но поскольку отвлекаешься все-таки, ничего не понимаешь, я больше тыквы ковыряла. Вот уже потом закончила и решила нормально отсчитывать там, откуда начать и всякое такое. И вот вышила совсем чуть-чуть. Но планирую я все-таки в этом месяце, конечно, еще повышивать. Это не то, что я надкусила, сейчас оставлю. В идеале мне хотелось бы, конечно, довести эту работу хотя бы до 10% к концу года. И на следующий год уже ставить ее как основную, заканчивать и дарить маме. Если будет какой-то человек, который полетит и это все заберет. Значит, что 10%, значит, в этой работе 61 тысяча с чем-то там крестиков. Вот, поэтому посчитайте, сколько там 10%. Не так много, но на это тоже надо найти время. Вот, и, как вы понимаете, кроме этого я больше ничего не вышивала. А сегодня вот 4 мая, и я думаю, что я возьму карту, потому что по карте у меня 1000 в неделю, а я уже четверг, я еще не приступала к этой работе. Кстати, посмотрите, как по-осеннему выглядит моя мусорничка. Тут вот я, по-моему, самой первой не кидала туда черные нитки.
А собираю я ниточки, чтобы потом посмотреть, насколько рыжим был мой год или голубым. Так, потом покажу вам предыдущие годы. Мусорнички, их уже как-то показывала. Давайте я это отложу, покажу. Так, ладно, так. Карту мира. Значит, я еще не запяливала, не знаю, куда я пойду. Потому что... Так, нет, все еще не переложу. Мне сегодня надо будет кос переплести, там же черти что. Вот. Очень мне нравится этот маркетинговый ход. Понимаете, на обложке с картой мира прорекламировать карту мира. То вдруг вы еще не видели. Так, значит, у меня вышито вот как-то вот так. Наверное, как бы эту простынюху-то открыть. Огромная моя. Сейчас баночку уберу, а то... Так, вот так. Ну, наверное, я все-таки пойду вот в эту часть и дойду до угла. Как вы считаете, не пора ли мне дойти до угла? Так, а куда я обложку делала? Хочется посмотреть, сколько мне там до угла идти. До угла идти. Ну, кстати, немного. Есть шанс. Да, есть шанс. Что-то я опять шатаю все. Да, наверное, я пойду к углу, потому что вот здесь вот будет сложный участок опять, да, похожий на вот это. Мешанинка и частая смена нити. Да, пойду-ка я сюда. Как меня восхищают эти кривые линии бэкстича. Так, ну что ж, пойду в угол. Надеюсь, портрет-то я вам покажу, хотя бы без бэкстича в следующем кадре, когда закончу эту 1000 этой недели. Значит, я не планирую каждый день делать подключение. Это не будет в полном смысле недели, ничего такого. Буду показывать по мере какого-то продвижения. Пока я не планирую разбрасываться на другие работы. У меня там, да, запланированы еще и «Золотая рыбка», и набор Жанлин, и еще 2 работы, которые вы выбрали. Это Ксюши, «Бамбол» и «Домик». И что еще? И трамвайчик «Дорога в осень» от Алисы Акнес. Но сначала я выполню норму здесь и буду максимально двигать к финишу вот это. Может быть, даже в этой серии мы его и увидим. Ну, вы, наверное, по обложке поняли, увидим или нет, и по названию. А я пока еще не знаю. Интрига. Увидимся в следующем кадре через несколько секунд. Пока.
Дорогие друзья, недоброе, я бы сказала, воскресное утро. Смотрите, что я вам показываю. Знаете, что это значит? Ну, во-первых, это отвратительно выглядит. А во-вторых, вот эта вот мешанина, что это вот... все, это типа я до верха дошла. В общем, у меня ёкнулась сага, потому что она, видимо, обновилась, все слетело. Но я надеюсь, что я это достаточно быстро восстановлю. Как 97%. Что, это я сейчас просто представила себе, сколько времени я буду восстанавливать 97%. В моем чатике «Год без стартов» девочки обсуждали возможность такую. У нескольких это все случилось. И, смотрите, что это? Это как это? Все слетело, мастера Маргарита осталась. Это просто знак свыше. В общем, девочки это обсуждали в чатике, и я испугалась, и хотя я все сохраняю, я решила сохранить все, чтобы свеженькое было сохраненное. Ну и вот оно меня тоже постигло. Буду сейчас теперь восстанавливать. Итак, сегодня уже 10 мая. Все, как обычно, пошло не совсем так, как я планировала. Знаете, я часто рассказывала, что как только я говорю, что у маркетиста случится командировка, ее отменяют. Вот примерно так же случилось наоборот. Он должен был прилететь только 12-го, прилетел в субботу прошедшую уже. Какого там это было? 6-го. Вот. И я ничего не снимала, вышивала достаточно мало. И вот сделала предыдущее только включение, когда у меня полетела сага. Значит, я ее, как вы видите, восстановила. И хочу еще раз поблагодарить Таню из моего чатика. Она тоже это где-то услышала в каком-то другом чатике. В общем, я была готова уже к тому, что вот это вот все, что я сейчас листаю, надо было бы мне восстанавливать вручную, но в итоге она мне написала, мол, а ты попробуй открой. И вот когда вот так вот открываешь, но бац, и автоматически там все загружается, и процент появляется. В общем, все восстановил, но все надо было. Оно же еще и сбилось, где что находилось, и мне пришлось вот это вот все восстанавливать, потому что у меня, видите, побывающий в проценте вышитого. Значит, что я эти дни вышивала? У меня было достаточно все скучно, неинтересно. Ну как скучно. Я вышивала достаточно много Ланкевич. Значит, тени естественные все. Мне немножечко солнышко светит в окно, но такое оно приглушенное, то выйдет из-за тучки, то зайдет. Тыквы на этом участке вот эти вот уже, как вы видите, доделаны. Остается зеленая. Надо вот туда пялец переставить, чтобы доделать эту смородину уже наконец. Но мне здесь еще остается бэкстич. В общем, здесь остается порядка 1200-1300 крестиков. Это по-хорошему 2 дня или 3 вечера. Но поскольку я все эти дни брала эти тыквы, я немножечко от них устала. У меня был какой-то момент, знаете, когда мне наоборот хотелось брать только их и уже вести прям к финишу. Тут я последние дни поняла, что я немножечко сдулась и отвлекаюсь очень сильно. Поэтому я, наверное, возьму небольшую паузу, и финиш мы увидим уже в следующей серии. Буквально пару дней отдохну, а потом уже, знаете, чтобы добить действительно за 2 дня, а не за 4, как это бывает, когда вот идет тот самый невышивун. Вот, на солнышке вот такие они. Так, пока солнышко, расскажу, что... Ой, ну прям так совсем ярко-то я не планировала. Ладно, пока у меня тут кадр совершенно засвеченный, не хочется закрывать шторы, потому что закрываешь, и становится очень темно, потому что она еще и за тучку заходит. Так вот,
Что еще я делала? Я следующую работу, пока ее не покажу, это я вышивала карту мира. Сейчас солнце уйдет, и покажу ее, пока поболтаю. Значит, на прошлой неделе я брала ее, вам не показала, еще там 1000 вышел, на этой неделе уже тоже 1000 вышло, хотя, повторюсь, сегодня только, не знаю, видно, не видно, среда, ну вот по-испански написано. На этой неделе я за 3 дня справилась с нормой, на прошлой неделе за 2 дня, и, значит, на этой неделе я просто еще и гуляла побольше, но, к сожалению, ничего не сняла. Я вчера поймала себя на мысли, что я гуляю, грубо говоря, наслаждаясь городом и вообще компанией, с подружкой встречалась, и поняла, что я ничего вообще не сняла, уже когда вернулась домой. С одной стороны, немножечко обидно, что нечего вам показать, с другой стороны, мне очень понравилось это чувство, когда ты все-таки забываешь о том, что ты там блогер, и просто наслаждаешься моментом. Но я думаю, что после этого включения все-таки будет немного города. Завтра я тоже собираюсь поехать в центр, и вот там я надеюсь немножечко вам поснимать, потому что меня спрашивали, писали в комментариях, что ждут город. Как обычно, тем, кому это не интересно, вот после этого включения, то, что будет город, я поставлю тайм-коды, вы сможете это легко перемотать и в конце посмотрите, чем закончилась-то вся моя вышивальная история на этих 2 неделях. Значит, будет 2 недели, да, я уж до конца этой недели доснимаю. Значит, что со светом, что-то, я так понимаю, будет все не очень хорошо. Давайте все покажу, попробую показать в свете солнечном. Значит, у меня появился портрет. Да, не очень хорошо видно. Сейчас, может быть, все-таки солнышко зайдет. Значит, я здесь, как вы понимаете, вышла 2000. То есть я думала, что я в следующем включении уже вам покажу вышитый портрет. И вот, да, я его показываю, но тут вот не 1000, а 2000 крестиков. Так, как бы посмотрите. Надеюсь, нормально видно. Вот там еще тень от кошечки. Вблизи кажется, что он немного косоглазый. Ну, с такими масштабами, в общем-то, мне кажется, вполне нормально. Так, наглые лапы начинают воровать ниточки. Кстати, ниточки, я вот эту косу переплела все-таки, потому что я ей закончила вышивать. Да, вот на этой неделе закончила как раз брать ниточки, я же по очереди беру, и переплела ее, чтобы она была посимпатичнее. А вот отсюда только начала выдергивать и подумала, что переплету уже когда дошью. Вот, но это уже будет, наверное, на следующей неделе. Значит, я здесь, давайте еще покажу немного превью, которое, конечно, мы все 100 раз видели, но у меня тут, как обычно, дилемма. Значит, здесь уже начинается рамка. Вот. Боковая. Я ее пока еще тоже не начинала, хотя где-то, по-моему, вот здесь вот желтеньким немножечко заступила эта часть рамки. Я думаю, что я ее все-таки буду делать параллельно боковую. Я поняла... поиграйся, я поняла, что я это не делаю. Что ты там хочешь спереть-то? Не надо это... Да что ж такое-то? Хорошо, что я ногти подрезала, она мне ничего тут это не зацепит. Так вот, я поняла, что я с этими рамками оттягиваю все это удовольствие, потому что в целом они вышиваются просто. Посмотрите, линии, да, красная, вот тут вот достаточно много белого, и параллельно идет, так, извините, не дергаю, желтый, вот единственное, что вот эти вот точки, видите, здесь 3 точки, потом 6 или 5 протяжку надо делать. Но все равно это достаточно просто, и мне кажется, я это откладываю на момент, когда вот будет у меня какая-то неделя не очень вышивальная, вот надо будет 1000 эту норму закрывать, вот, значит, он закроется. Так, значит, цвет продолжает быть не очень хорошим. Я хочу вам показать же птеродактиль, я, видите, отбэкстичила. В общем,
В общем, карта идет очень хорошо, скажу я вам. Здесь пока действительно еще не все готово, несмотря на то, что я сделала бэкстич на птеродактиле. Тут вот еще вот здесь что-то будет с бэкстичем. Опять-таки рамочка не до конца доделана. Ну давайте про восхитительный портрет поговорим еще. Значит, как вы видите, это Клавдиус Птоломеус. Как это по-русски? Значит, я не разгадала вот это вот алк, явно не алкоголик, да? Может быть, это Александрия, потому что вот последний год он там жил, умер. Немножечко меня смущает, потому что, мне кажется, все-таки писалось это по-другому. Значит, что он здесь делает? Он у нас был, как в те времена, да, всем подряд занимались. Вот он и математик, и астроном, и географ, и картограф в том числе. Вот он карты рисовал. Поэтому, видимо, заслужил место. Это 100-й год. Какие у него там представления были, мы все более-менее понимаем, что многое ошибочно было, но, тем не менее, вклад внес он такой значительный, хотя там были некоторые личности, которые его критиковали. В общем, посмотрите, мне усы очень нравятся у него, как они сделаны бэкстичем. Глаз вот этот вот хороший, вот тот косит, но тут такой мелкий бэкстич. Тут такая мешанина цветов, и вот мне кажется, что получается очень классно. То есть в процессе это вот мешанина, как и здесь, но в результате мне очень нравится. Я надеюсь, что вам все-таки это все нормально видно, потому что ждать, когда тут солнышко закроется, у меня возможности не будет, меня не будет потом уже. И темно будет. И с утра не получается снимать. А вот сейчас, понимаете, как я говорила в предыдущих видео, что у меня не совпадает желание с возможностями. Вот сейчас у меня было желание, а видите, возможности немножечко подводят в плане света. Значит, что еще хочу сказать. Карту я откладываю до следующей недели. Это тоже будет в следующей серии. Тыквы тоже отложу до следующей серии, потому что вот у нас солнышко уходит, и прям, видите, можно тыковки посмотреть в разном освещении. Значит, тыквы тоже откладываю до следующей недели вышивальной. И вот я возьмусь за халапеньо. Потому что, смотрите, сегодня 10 число, я уже сегодня тоже повышивала, да, доделала карту 10 дней. Я вышивала, по сути, 2 процесса, и вот это вот на халапеньо. Устала я от этих 2 процессов, в первую очередь от тыквы устала. Поэтому вот я сегодня займусь халапеньей до вечера, потому что здесь 18-й каунт, и в целом Аида, нормально, легко, но все равно в ночи, совсем в ночи, я, возможно, возьму что-то еще попроще. И вот это попроще, я пока не знаю, что это будет. Это будет либо домик от Ксюши Бамбола, сейчас даже, может быть, или не может быть, не принесу. В следующем кадре покажу уже, что там было стало, если возьму, или все-таки буду начинать свою майскую подушечку с овечками. Да, у меня каждый месяц вот этот вот примитивчик. Я его выбрала на этот месяц, но еще пока не начинала, обметала там ткань, но пока ничего не начинала. Вот, примерно такие планы. Давайте посмотрим на кошечку, да, она тут сейчас миленько пройдет. Значит, у нас похолодало, и она вот, да, где солнце, там и кот. Так, что я хотела сказать. Давайте в следующем кадре посмотрим немного город, а потом посмотрим, что же я вышивала оставшиеся дни, и закроем уже эту 2-ю неделю мая. Дорогие друзья, шумный, прекрасный, волшебный Буэнос-Айрес. Те, кто на меня давно подписан и смотрел не одно мое видео, и Буэнос-Айрес не проматывал, узнают в этом прекрасном куполе здания Конгресса. Я вот сегодня здесь по делам, но заодно немножечко поснимаю.
Значит, дело у нас близится к закату, и я хочу обратить ваше внимание на цвет деревьев. Я для сравнения после этой прогулки покажу немного, погуляю специально по району, ну уже завтра, да, при свете дня, и покажу вам, как выглядит мой район и как вот выглядит этот район и вообще весь центр. Вот видите, все зелененькое. Вот тут вот это самое осеннее, что мы с вами найдем. Поэтому первые годы, пока я не была или не часто бывала в том районе, в котором я сейчас живу, мне вообще казалось, что осени-то тут и как бы особо-то и не бывает. Ну, такой золотой. Потому что жила я примерно в районе Конгресса, потом я переехала тоже достаточно недалеко, в другом районе, в котором я жила, там тоже деревьев осенних, скажем так, не было. Так что большая часть Буэнос-Айреса выглядит все равно зелененькой круглый год. Вот это вот все. Весной, скажем так, зелень на этих деревьях, которые вы сейчас видите, она более насыщенная, а вот зимой она такая менее насыщенная. А вот эти вот, которые такие пожухлые, вот эти вот, они просто сыпятся, потом опять сменятся. Так что вот так вот выглядит прекрасный Буэнос-Айрес вне моего района. Не устаю восхищаться аргентинцами. Посмотрите, у нас сегодня достаточно свежо. Как я уже говорила, дело близится к закату. Недавно я вам показывала девушек, которые сидели на травке, там что-то у них, пикничок. Вот здесь вот спортсмены. Вот, там где-то просто люди после работы. Ну, время сейчас, да, заканчивается рабочий день. Школьники только что толпами ходили, а сейчас уже преимущественно люди заканчивают работу и едут, ну, либо домой, либо куда-то гулять. Вот. Так что вот так, что у нас. Если вот туда по прямой идти, прямо, это такие наши типа а-ля Елисейские поля, это важная улица, там вдалеке виднеется. Вон там. Очень вдалеке. Значит, там, если прямо идти, это Авенида де Мажа, да, которая майская. Проспект Мая. Ну, короче, давайте я не буду переводить лучше. И если по прямой идти, можно прийти к зданию Президентский дворец, да, главный наш розовый дом. Вот. Смотрите, наврала, мама очень нашлась. Вот я отошла немного, и вот у них тут немножко осень. Ну, это, конечно, не сравнить с тем, что у меня из окна. Ну, сейчас уже многое облетело. Прям все желтое. А тут все-таки зелени больше, чем... Но желтое все равно тоже есть. Ну что, друзья, обещала осень у себя на районе. Смотрите, у меня под окнами практически все облетело, но это все было желтое. Вот еще желтое. Вон там красота такая. Прям золотисто-желтая. А вот там вообще есть еще и красные деревья. Наверное, сейчас не очень хорошо видно. Ну, в целом у нас, конечно, и зеленого тоже много. Но вот там вот снова желтые. Короче, у нас осень такая... Ну, пожелтее. Красного маловато. Но вообще красиво очень. Сегодня какое? 13 мая. Суббота, через несколько часов прилетит моя сестра. В честь этого я решила разбить себе колени вчера. Ну, знаете, так как бы гость надо принимать там. А так я это... полукалека. Все, пусть сама все делает. Ну, я шучу, конечно, это я не специально. Это я вчера бегала и любовалась. Вместо того, чтобы любоваться разбитой плиткой, асфальтом и так далее, я вот любовалась небом. Еще вот помню, отметила, что небо было очень красивое. Ну, ладно, вот. И да, споткнулась, как-то очень красиво полетела.
и разбила прям как в детстве оба колена. Ну, кто видел в Инстаграме, тем большой привет. В целом все нормально, но, как вы понимаете, если вы помните из детства, колени очень болят не в том плане, ну, во-первых, естественно, я переживаю за колени, за сами коленные чашечки и вот это вот все. Но вроде все нормально, но каждый изгиб, это снова эта вся рана. Она еще, в принципе, не зажила, а тут она опять больно. Вот, поэтому я вчера никуда особо не ходила, и думаю, что в ближайшие дни тоже далеко особо ходить не буду, потому что нахаживать, вроде как мне, нормально, я когда хожу, мне стоять больнее, чем ходить, но, наверное, все-таки лучше первые дни оставить себя в покое, а я еще и плечом ударилась, и руки, и вот, где-то тут, вот. Да. Красиво летела. Не знаю, как я так умудрилась. Как-то, да, надо иметь талант. Давайте я лучше расскажу вам, что я вышивала в эти дни. Так, кошечка наша пришла. Значит, она будет создавать тень, а участвовать не будет. Я взяла халапеньо. Значит, ни карту, ни тыквы больше не продвигались, не брала я их, поэтому показывать их не буду. А вот взяла я халапеньо, причем взяла я на пару ниточек, но, как вы видите, в итоге получилось на пару пасмочек. Здесь всего 2 цвета. Вот чуть-чуть, наверное, видно, да? Второй цвет, 2 коричневых, но одним коричневым я реально одну ниточку повышивала. Это, как вы понимаете, дерево. Да, дерево, оно одно. И пока все замечательно получается. Мне, если говорить немного о превью, я уже говорила, что я видела отшив, выкладывали, да, в сети уже, и в отшиве, я не помню, что там было с деревом, но я помню, что отшив, в принципе, очень сильно отличается от того, что на превью какое-то совершенно не очень удачное фото, я бы, наверное, по такому фото даже не обратила бы на нее внимания. И вот здесь мне ствол, видите, он мне слишком сильно пестрый. Я не помню, как там в отшиве было, и не знаю, как оно получится на самом деле, но мне кажется, что это будет все не так. А почему мне это кажется? Потому что я смотрю на этот участок, который я примерно здесь шью, и где я уже пошила вторым цветом. И, понятно, что там еще будут цвета. И пока, вроде нормально. Посмотрим, неважно. Шилась очень хорошо, очень приятно. И, конечно, это все не будет все время так приятно. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть эти ягодки. И в этих ягодках там, по-моему, 2 крестика одним цветом, 3 крестика другим цветом и 1 крестик светленький, чтобы оно блики давало. И это получается такие одиночечки. Поэтому будет здесь, конечно, и какой-то не самый приятный момент, но пока ударненько повышивалась, и уже, для такой большой работы готово больше 1%. Я считаю, что это очень классно. Потом я вам говорила, что я хочу взять работу «Домик в горах» от Ксюши Бамболы, но в итоге я ее, конечно, взяла, сейчас я попозже чуть о ней скажу, но я взяла ее позже. Сначала я брала упоротого волка, на самом деле это называется «Золотая рыбка» от РТО. И, значит, давайте посмотрим, что у меня здесь. У меня здесь не готов нос рыбы. И бэкстич. Здесь чуть-чуть я поделала бэкстич в хвосте. Но это было еще в предыдущий раз. А вся морда и того, и другого восхитительного животного пока с бэкстичем не соприкоснулись. И, значит, я здесь решила шить этот угол. Думаю, что и
морду закончу. И думаю, что, возможно, и к бэку перейду. Значит, вообще я хочу здесь сделать 2000 в этом месяце. И 1000 я уже сделала. За счет чего я сделала 1000? Вот посмотрите, вот это вот все, это один цвет. И это, конечно, немножечко утомляет, с одной стороны, с другой стороны, быстро прибавляет крестики. Вот это тоже, вот это второй цвет, да. То есть есть здесь в фоне достаточно обширные участки, которые зашиваются. Здесь вот просто еще крестики не закрыты. Так это будет крест, полукрест будет, по-моему, вот такого цвета. Значит, что здесь, помимо этого, да, я чередую, как вы видите, вот эти вот точечки, листочечки. Это типа у нас осень, это у нас типа листопад. То есть я примерно вот здесь. И я дошла до вот этого угла. Вот он на картинке у нас закрыт, а у меня он, то есть вот это радость вышивальщицы, я дошла до угла. Ничего это не значит, но говорят, приятно. Знаете, мне было приятно, что все состыковалось, что это как бы поля есть. Вот. Это моя степень приятности. Что здесь еще? Я здесь еще дошла до вот этой вот мухи. Я ее вышила, но, естественно, непонятно, что это муха, понятно, что это пятно. Надо будет сделать бэкстич, тогда будет, собственно, и муха. Вот, и, как я вам уже сказала, 1000 я здесь уже сделала, чередуя вот эти вот такие не очень протяженные участки, и муху, и листочек, и фон, который легко зашивается, поэтому у меня за 2 дня получилось 1000 легко. У меня остается еще 1000, я постараюсь все-таки пошить вот вокруг и закончить нос. Не знаю, получится ли уложиться в 1000, чтобы еще и бэкстич сделать, потому что сильно перегибать палку, скажем так, мне не то чтобы не хочется, я бы с удовольствием шила дальше эту работу, но другие работы тоже пошить хочется, и у меня еще один набор запланирован на этот месяц, и тоже там бы мне хотелось сделать 2000, поэтому вот, как вы видите, по чуть-чуть отложила. В целом мне, наверное, так нравится, потому что буду шить, наверное, будет в радость, но, наверное, буду переживать, что вот с другим не получается. Значит, я вышиваю здесь на самых больших, по-моему, это самые большие, да, вот эти вот прямоугольные нурги. У меня здесь натяжка не барабанная, я не очень, я не стала искать там пинцеты, вот это, видите, здесь я просто не смогла дотянуться, чтобы натянуть. И здесь как бы, можно было бы попытаться, но я все равно особо не пыталась. То есть я натянула с этой стороны, и как бы сказала, и так нормально. И сначала мне было, конечно, очень криво в крестиках, потом они вроде как... знаете, у меня такое часто бывает, я вышиваю, смотрю, ужас какой-то просто, все криво. На следующий день смотришь, вроде как что-то там уложились сами, распрямились. Не все, понятно, что есть кривые, но я как-то вот именно к этому набору попроще отношусь, потому что, мне кажется, он весь такой упоротый, что как бы, кривые крестики, это как бы дополнение шарма этим восхитительным существам. Вот, поэтому, значит, вот так. Не знаю, буду ли я продолжать. Мне в целом на таком размере удобно, но вот подтянуть было бы приятнее, чтобы натяжка была получше. Так, и, значит, бамбола. У меня тут, да, утепленный вариант. Значит, на улице тепло, а дома холодно. Так, что я хочу вам рассказать про работу от Ксюши Бамбола. Значит, я здесь сначала думала идти в домик. То есть у меня вышитые... Давайте вот так покажу, наверное. Сейчас, как вот так. Да, то есть у меня вышита вот эта часть, я думала идти спускаться вниз к домику. Но потом что-то я так подумала и передумала, и решила сделать, чтобы у меня была готова вот эта вот верхняя часть, вот эти все елки, и, наверное, уйти туда в горы, и вот здесь вот такой, типа, облачко. И вот я здесь вышила, по-моему, вчера уже после падения я взяла эту работу. Так, хочу посмотреть. Да, вышила немного, 250 крестиков. Это вот эта елочка появилась. Как она
не появилась еще, верхушечка ее уже видна, а вот тут вот внизу, да, не хватает. Приятно очень шьется, и это Моника 28-го каунта. Я ее красила в такой светло-светло-светло-светло серенький цвет, потому что на безупречно белом мне, не понравилось. С учетом того, что здесь будут незашитые участки. Вот, поэтому я ее слегка затонировала, скажем так. И вот теперь, да, мне теперь нравится, как это все получается. Значит, я думаю, что я повышиваю сегодня еще субботу-воскресенье 2 работы, вот эти Ксюшин домик и восхитительную парочку. И следующее включение уже сделаю, наверное, в понедельник утром и подведу итог этим 2 неделям. И буду монтировать, чтобы выпустить как можно раньше. И думаю, что больше Буэнос-Айреса не будет. Не то, чтобы никогда, но думаю, что в этой серии не будет. Хотя, если мы все-таки куда-то выдвинемся, я когда хожу, на самом деле, мне почти не больно. Вот. Но если нет Буэнос-Айреса, это потому что потому что я калека. В любом случае, я же Конгресс вам чуть-чуть показала в этой серии. Хоть что-то. Вот, поэтому думаю, на этом мы это включение закончим, и в следующем уже покажу, что у меня получается по этим 2 работам. Сегодня решила я вам снять с руки. Свет у меня здесь не очень, как оказалось, хотя вот я здесь сижу вышиваю, и мне здесь хорошо. Но вот сейчас начала снимать и поняла, что очень как-то все серит, не знаю, в синеву отдает, да? Значит, моя квартира превратилась немного в отель. В субботу прилетела сестра, в воскресенье улетел Маркиз. Вот, так что... А сегодня у нас понедельник. Вот, понедельник, 15 мая. Я сегодня даже чуть-чуть повышивала, сейчас об этом расскажу. И мне хотелось бы подвести итог этой 2-недельника, да, первой половины мая, чтобы уже выпустить видео. Значит, что у меня тут было? Значит, в мае у меня случился старт, финишей нет. Про финиши мы так основательно поговорим в следующей серии. А у меня, как вы понимаете, снова 97%, потому что у меня аж один закончился на апреле, да, маковый венок. И вот началась хлопинья. Я вам уже ее показывала. Еще раз это мы как бы итоги подведем. Я ее больше не брала пока. Вот в таком свете, мне кажется, даже не видно какой-то еще коричневый цвет. Я, по крайней мере, на камеру его абсолютно не вижу. Ладно, не суть. Что-то в этой серии у меня со светом, в принципе, проблема. Как есть. Значит, вот хлопинья получилась, и, как я вам уже говорила, очень хорошо повышивалась. Не знаю, буду ли я еще ее в мае вышивать. Посмотрим. Возможно, хотелось бы мне, да, посмотрим. Еще я брала портового волка от РТО. Да, больше тоже с тех пор, как я вам показала, больше его не брала. Хочется мне здесь сделать бэкстич, поэтому я думаю, что на следующей неделе мы посмотрим эту работу тоже. Как на следующей неделе нет. В смысле, в выпуске про конец, там результаты мая, что там будет. Что-то будет, что будет, не знаю. На чем я остановилась? На том, что что-то будет в каких-то следующих сериях, и вот там мы и посмотрим. Карту мира я продвинула за эти 2 недели, как и положено, на 2000 крестиков. У меня тут вот прекрасный первый портрет появился. И обязательно в остатках мая вышью еще 2000 крестиков. К нам пришла Кура. Давай, приходи. Кура, я зову свою кошку в последнее время. Тоже мы увидим, значит, дальше в мае. И еще я вышивала домик от Ксюши Бамболы. Домика пока нет.
и пока не будет, да, я хотела к нему идти, но вот передумала и шью елки, очень мне нравится. Вот когда издалека на них смотришь, прям вообще они такие прям классные. Не то чтобы вблизи они не классные, нет, просто издалека прям совсем виден этот градиент, что вот эти вот волки, не волки, а елки на переднем плане, да, что вот те вот там сзади, и вот эта вот смесь полукреста с крестом, вышивается она не всегда просто, я тут где-то тупила абсолютно и перешивала несколько раз, здесь это просто не закрыты крестики, да. Вот. Ну, мне, в принципе, вечно с полукрестом сложно, но результат мне очень-очень нравится, и здесь я уже вышила, я как раз занималась этой работой в субботу и воскресенье, уже 1500 крестиков. Нет, что я вру. 1500 это я планирую, а вышла я 1100. Вот, так что чуть-чуть еще повышаю. Я хочу уйти в полукрест, который идет вот здесь, горы и облачка. Его там не очень много, и вот, может быть, как раз им и добью ту самую норму. И сегодня, как я вам уже говорила, сейчас я постараюсь не сильно трясти, взяла уже на завершение тыквы. Это мы уже посмотрим в серии про финиши. Остается мне здесь 1100 буквально. Я делала сегодня бэкстич на этом участке, и вот сейчас буду переставлять пальцы, чтобы уйти в эту сторону. Значит, из этой 1000 здесь остается, по-моему, примерно 500 крестиков, и вот бэкстич и полукрест, все остальное. Ну, чуть-чуть здесь полукреста. И вот одна тыковка, одна тыква и чуть-чуть здесь смородины, и все будет уже готово. Вот такое у меня начало мая. Вы знаете, очень, я считаю, продуктивное. Очень неплохо я двигаюсь по плану. И на вторую половину мая у меня остается еще одна работа по выбору зрителей, еще один набор. В общем, будет достаточно интересно. Ну и во второй половине мая я наконец-то закончу тыквы. И думаю, что в следующей серии мы как раз поговорим про эти тыквы и про финиши в целом. На этом все. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующих сериях. Берегите себя и хорошего вам настроения, ровных крестиков. Пока.